think we're ready to start. Начнем? Okay. As you heard, my name is Bruce Shapiro. Как вы слышали, меня зовут Брюс Шапиро. I am also an investigative and human rights journalist. Я также журналист-расследователь, а также журналист, пишущий о соблюдении или нарушении прав человека. These days I direct the Darт Center for Journalism and Trauma at Columbian University. В настоящее время я руковожу центром Дарт журналистики и травм в Колумбийском университете, which works with journalists around the world to get better coverage of violence and conflict and tragic events. Наш центр работает с журналистами по всему миру, и наша цель — улучшить освещение таких сложных тем, как насилие, природные катаклизмы или преступления. I'm very happy to be with you here, both because there are so many young journalists and young people interested in journalism here. Я очень рад быть сегодня с вами, в частности, потому что вижу так много молодых лиц, которых интересует журналистика. But it is also special to be here because my own family, my grandfather, is from Ukraine. Но кроме того, быть здесь для меня очень важно и ощущается по-особенному, потому что моя семья, мой дедушка родом из Украины. He came to the U.S. in 1913. Он переехал в Штаты в 1913 году. But grew up in western Ukraine in the Volga region. Но вырос на западе Украины, в Волынской области. But it is finally an honor to be here because you, as a generation of students, Ukrainian students now, are the participants and witnesses in a time of great hope and change and crisis. Но кроме того, мне очень приятно, это большая честь для меня быть здесь, потому что вы, студенты, молодое поколение, являетесь свидетелями и участниками событий, являетесь свидетелями и участниками больших надежд, больших изменений и, к сожалению, большого кризиса, который происходит у вас в стране. And you've been lucky enough to see Ukrainian journalism play an important role in all these changes. И вам повезло видеть, как украинская журналистика в этих всех изменениях играет очень важную роль. From documenting the abuses of the Yanukovych government, от документирования каких-то нарушений законов правительства Януковича, and reporting on the Maidan, от освещения событий на Майдане, to revealing the Yanukovych leaks, до обнаружения Янукович leaks, and most recently to trying to tell the truth and report accurately on events in Crimea and Donbass and eastern Ukraine. И кроме того, в конце концов, да, это то освещение событий честное и непредвзятое того, что происходит в Крыму и на Донбассе. To help the public distinguish facts from enormous propaganda and lies. И усилия, направленные на то, чтобы публика могла отличать факты от пропаганды. Your journalism here in Ukraine is precious, and especially your tradition of investigative journalism. Очень важна и ценна журналистика в Украине, особенно ее расследовательские традиции. From Andy, you heard about the power of data in stories. От Энди вы услышали о могуществе данных и баз данных во время работы над историей. I'm going to go the other direction and talk about people. Я пойду в другом направлении и расскажу вам о людях. And in particular, how people are affected by or changed by violence and trauma. А в частности, расскажу вам о том, как насилие и травматические события влияют на людей и их меняют.
and the importance of journalism that reflects the way people are changed and challenged by И важность, очень важно, чтобы журналистика отражала всю меру влияния и изменения, которые переживают эти люди. When we think about violence in the news, we may think about breaking news, crime reporting. Когда мы думаем о насилии в новостях, то мы себе представляем какие-то такие чрезвычайные новости, криминальные сводки. The latest news from the battlefield. Или последние новости с поля боя. An earthquake in Haiti. Может быть, землетрясение на Гаити. But when we talk about trauma, we are also talking about the ways that violence plays out in people's lives over the long run. Но когда мы говорим о травмирующих событиях, то это не обязательно, что такого огромного масштаба насилие может присутствовать в течение длительного периода в жизни каждого человека. You know, you've all heard stories about earthquakes in places like Haiti or California. Я думаю, что всем вам приходилось видеть, читать новости о землетрясениях, как, например, на Гаити или в Калифорнии. And an earthquake is a terrible thing. Suddenly, the energy in the earth is released, the ground trembles, and buildings fall down. И, не секрет, да, землетрясение — это страшная вещь, трескается земля, рушатся дома. But I went to Haiti after the big earthquake there in 2012. Я был на Гаити после большого землетрясения в 2012 году. And there was something else going on. Но кроме того, там происходило еще кое-что. There were aftershocks. Был такой постшок после событий. For weeks, months after an earthquake, the ground will periodically still tremble as if the earthquake is still happening. И земля уже недели после землетрясения все еще иногда дрожала, чувствовать дрожание. And when I spoke to journalism colleagues there, they too were having kind of internal aftershocks. И когда я говорил со своими коллегами-журналистами на Гаити, они тоже ощущали такой постшок, такое же дрожание. At the slightest reminder of the earthquake, these brave journalists would become very anxious and fearful. При самых маленьких каких-то воспоминаниях, упоминаниях землетрясения, эти достаточно смелые журналисты, они испытывали страх. I could not even give talks inside buildings because people were so frightened of the possibility of. Мы даже не могли общаться в зданиях, потому что люди боялись того, что здание рухнет. We had to meet with people outside. Мы договаривались о встречах вне здания, на улице. It is the aftershock in people's lives. Это такие последствия, то есть постсобытийный шок, который влияет на людей и на их жизнь. That is really trauma. И, это, собственно, и есть травма. When we think about soldiers who come back from war, если мы думаем, например, представим себе солдат, которые вернулись домой с войны, when we think about protesters who had comrades killed by police, если мы, например, думаем о протестующих, друзьях, которых были убиты милицией, people who are tortured, людей, которые пережили пытки, or who are sexually assaulted, людей, которые пережили изнасилование. These terrible events are not only news when they happen, but continue to play out over weeks, months, or a lifetime. Все эти страшные события, они влияют на человека не только в тот момент, когда они, собственно, происходят, но и продолжают влиять в течение недель, месяцев, иногда лет после. When we talk about trauma journalism, that's what we're talking about. И когда мы говорим о журналистике травмы, мы говорим именно об этом. Now, why should we care about this? А почему нам, собственно, должно быть не все равно? Or even, why do I care about this? Или почему мне не все равно? Let me tell you a little bit about how I got interested in this subject. Позвольте мне рассказать, как я сам заинтересовался этим. About 20 years ago, in the mid-1990s, I was reporting a lot on crime, on criminal justice, and prisons in the U.S. Около 20 лет назад, в середине 90-х,
писал об уголовном праве, о преступлениях и о тюрьмах. I was looking at issues like the death penalty. Я работала с такими явлениями, писала о том, как лишение наказания. At people shot by police. Я писала о людях, которые застрелили полицию. And I thought I understood what victims go through pretty well. И я думала, что я вполне хорошо понимаю, через что проходят жертвы. But then something happened. А потом кое-что случилось. On a hot summer night in 1994, В 1994 году, в жаркую летнюю I was ночь, sitting at a cafe with a couple of very close friends. я сидела в кафе с парочкой достаточно близких It's друзей. a little cafe with maybe 20 people in it. Маленькое кафе, там было человек 20. And suddenly a man who I had never met before, who was maybe as far away as that camera, И вдруг человек, которого я совершенно не знала, ни разу не встречал до этого, был на расстоянии где-то как камеры. went crazy. Вдруг он словно сошел с ума. This man pulled out a very big knife, Он вытащил огромный нож, a hunting knife, такой охотничий нож, and stabbed in an instant 7 people, и в одно мгновение ранил 7 людей, including me. в том числе и меня. Nobody died, Никто не умер, нам повезло, but we were all badly injured, very badly, но мы получили серьезные травмы. which was educational in itself. Это само по себе уже было достаточно информативно для меня, это был для меня урок. But I had this strange experience of going from being the investigative reporter writing about crime and victims Но я испытала такой странный опыт, to being the story. когда я, с одной стороны, журналист-расследователь, как пишущий о преступности, о преступниках и о криминальном праве, и вдруг я сам становлюсь героем, я становлюсь сюжетом, сам становлюсь материалом. To being the subject of news. Теперь я предмет новости. TV cameras followed my friends and family around. Журналисты с камерами следили, ходили за моими друзьями, моей семьей. I was interviewed by reporters. У меня брали интервью журналисты. And I got to understand what it feels like. И я поняла, как это на самом деле ощущается, когда вы по другую сторону, когда вы на другом конце материала. Some of the reporters who interviewed me were very thoughtful and kind. Некоторые из тех журналистов, с кем мне приходилось общаться, они были очень добрые, они были очень внимательные. Some were really intrusive and insensitive. Некоторые были достаточно грубые и вмешивались туда, куда не стоило. I am afraid that the New York Times, which did not have Andy working at it at that point, it got the facts wrong and invented a wife for me who did not exist. Я боюсь, что Нью Йорк Таймс, когда Энди там не работал, неправильно меня поняли в какой-то момент и придумали мне жену, которую мне никогда не было. Which both my ex-wife, my first wife, and the woman I am married to now keep expecting to have this imaginary woman show up and demand child support. Я думаю, что до сих пор моя первая жена и женщина, с которой я живу сейчас, на которой я сейчас жена, они ждут, что она когда-нибудь появится и потребует алиментов. But some of these inaccuracies and some of these bad interviews were very hurtful to my family. Я хочу сказать, что некоторые из этих неточностей и некоторые из того, как журналисты вели себя со мной, все это нанесло вред моей семье. This terrible, uncontrollable event had happened in our lives, and it felt as if all we had to control was the story. Случилось это совершенно ужасное событие в нашей жизни, перевернуло нашу жизнь с ног на голову, и мне казалось, что единственное, над чем у меня остался контроль, так это над этой историей. And when reporters got stuff wrong, or were rude or intrusive, it felt like a new violation.
И когда журналисты либо путали факты, переиграли, либо просто вели себя нагло и вмешивались в мою жизнь, это было как дополнительное какое-то травмирование, дополнительный неприятный опыт. So I got interested in this and I started to wonder, what do we as reporters need to know about violence and what it does? И мне стало интересно, я стала задавать себе вопросы и думать, а что мы, как журналисты, должны понимать и знать о насилии и травме? I started to talk to other reporters around the U.S. Я стала общаться с другими журналистами в Америке, other crime victims and с другими жертвами преступлений, and psychiatrists and с psychologists, психологами и психиатрами. and came to understand that there is now a whole realm of knowledge about the impact of violence. И я понял, что существует огромное количество знаний о том влиянии, которое на нас оказывает насилие. That has big implications for our work. И все это знание имеет очень прикладную ценность для нашей работы. But still, why should we care about this? Да почему нам не должно быть все равно? After all, violence sells newspapers, gets viewers on В TV, right? конце концов, насилие продает газеты и привлекает зрителей, разве нет? Well, I think that's not good enough. Но мне кажется, что этого недостаточно. I think understanding violence as journalists is also important because events like murder, Мне кажется, что понимание природы насилия и травм важно для журналистов, потому что события, такие как убийства, disasters, wars, войны или какие-то катаклизмы, these are big disruptions to society. это большие потрясения для общества. We expect the world to be safe. Мы ожидаем от мира, что он будет безопасен. We also think about Shakespeare's plays, Tolstoy's novels. Давайте вспомним пьесы Шекспира. Shakespeare's play Hamlet is a play about murder. Вот, например, Гамлет. Это пьеса про убийство. It begins with murder and it ends with murder. Начинается с убийства и заканчивается убийством. We are fascinated by this and want to understand it. Но нам это нравится. I also think violence is important for journalists to understand because by its nature, violence is anti-democratic. Кроме того, я считаю, что журналистам очень важно понимать природу насилия, потому что по своей сути насилие не демократично. A murder, family violence, a war is the triumph of the fist or the gun. И что бы это ни было, семейное насилие, война или преступление, суть в нем одна и та же, независимо, сделано ли это с помощью пистолета или с помощью кулака. And when we report on it, we are pushing back. We are answering the power of the fist and the gun with the power of information and debate. И когда мы об этом пишем, мы словно даем ему отпор. Мы отвечаем на власть пистолета и кулака, мы отвечаем властью медиа, властью публичной дискуссии и знаний. The most important decisions your country, my country, any countries face often are rooted in understanding why violence happens and what it does to people. Самые важные решения, которые принимает ваша страна, моя страна, да любая страна, они должны приниматься с пониманием того, что насилие делает с людьми. Do we go to war or not? Мы идем мы на войну или не идем, будем ли мы воевать или нет. How do we protect children from abuse? Как нам защитить детей от каких-нибудь злоупотреблений? Domestic violence, violence in families. Как мы можем избежать насилия в семье? What about refugees? Как нам вести себя с беженцами? What about threats against gay people? Как, например, соблюдение прав гомосексуалистов? These are the big questions your society has to answer. And as reporters, you therefore have the responsibility to report well on victims and survivors. Это именно те вопросы, на которые ваше общество должно найти ответы, и вы, как журналисты, вы же несете ответственность за то, как эти решения будут приняты информированными. In order to think about how to report well, I want to give you a little bit of history and a little bit of science. Для того, чтобы мы понимали, как, собственно, хорошо делать работу, нашу работу как журналистов,
that will lead us to some important questions for journalism. И это приведет нас к нескольким очень важным для журналиста вопросам. You know, if you go back even to ancient literature, you read the Iliad or you read Shakespeare. Если вы рассматриваете мировую литературу и возвращаетесь ко временам Илиады, например, или пьес Шекспира, you'll find stories of people who are destroyed by war. Вы найдете там истории людей, жизни которых уничтожила война, or haunted by the deaths of family members. или жизни которых уничтожила смерть близких людей. And throughout human history, when there have been great moments of violence or crisis, societies have sometimes recognized trauma as a problem. И в течение всей своей истории, особенно если возникали какие-то такие потрясения, как война, иногда общество признавало, что проблема существует. But then usually we forget that really fast. Но в принципе мы достаточно быстро об этом забываем. Generals don't want us to remember what war does. Генералы не хотят, чтобы мы помнили, что делает война с людьми. Police or torturers don't want us to remember what torture does. Полиция или люди, которые пытали кого-то, они не хотят, чтобы мы помнили, что такое пытки, что они делают. And in truth, it's easier not to think too much about this И на stuff. самом деле правда в том, что не думать об этом намного легче, чем думать. But in the 1960s in the U.S., the United States was fighting in a very unpopular war, the Vietnam War. В 1960 году Соединенные Штаты Америки были вовлечены в очень непопулярную войну во Вьетнаме. Soldiers came back and found that they were having certain problems in common. Солдаты, которые вернулись домой, обнаружили, что у них у всех есть общие проблемы. They couldn't sleep. Они не могли They спать. couldn't keep their jobs. Они не могли поддерживать свою работу, Their выполнять работу. relationships were breaking up. They were using drugs. Они не могли поддерживать нормальные человеческие отношения, потребляли наркотики. And they started talking to each other about this. Why do we have this problem? Стали общаться, пытаясь выяснить, почему, собственно, у нас это с нами происходит. A few journalists began to listen to them and wrote some stories about it. Некоторые из журналистов прислушались к этим людям и написали несколько материалов. And a few psychiatrists listened too. И несколько психиатров тоже прислушались. And realized they were onto something new. И они обнаружили что новое. That up until that time, psychiatry didn't really explain how people could be changed as adults by violent or tragic events coming from the outside. И мы поняли, что в принципе до сих пор психиатрия как наука не пыталась понять и описать, как насилие и такие трагические события влияют на людей, как они их меняют. At the same time, in the U.S. and in Europe, women, feminists, were beginning to get women together to talk about rape and sexual assault. В то же время в Европе и в Америке женское движение феминистическое тоже стали поднимать тему насилия, сексуального насилия и проблематику. About violence against women. То есть насилие против женщин. And again, some pioneering women journalists began writing stories and books about И this. опять некоторые из таких провидных журналистов стали писать об этом материалом. And some pioneering women psychiatrists and psychologists began listening to these women. И, соответственно, тоже женщины-психиатры стали прислушиваться к этим женщинам, к феминисткам, которые рассказывали о сексуальном преступлении. And found that they were having the same problems as the Vietnam И soldiers. обнаружили, что женщины, пережившие насилие, переживают те же самые проблемы, испытывают, что и солдаты, воевавшие во Вьетнаме. And a whole other group of psychiatrists and psychologists were talking to torture victims. Совершенно другая группа психиатров и психологов общалась с жертвами пыток. People who had survived the Gulag, Люди, которые выжили в ГУЛАГе, Nazi camps, в нацистских лагерях. torture in Latin America. Люди, которые пережили пытки в Латинской Америке. And these survivors of concentration camps or torture or prison also had these same problems. И вот эти люди, выжившие в тюрьмах или в концлагерях, у них были точно те же проблемы. It was only in 1980 И только в 1980
that psychiatrists finally agree that all of this adds up to a specific set of problems. Поняли и договорились, пришли к выводу, что все события травматические, which the psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Пришли к тому, что травматические события, они вызывают одни и те же, набор одних и тех же проблем, симптомов, которые были названы посттравматическим стрессовым расстройством. And a whole lot of research has been done since then, showing that people's brains and lives are profoundly affected in enduring ways by extreme stress. С той поры было много исследований различных, которые доказали, что экстремальные стрессы, экстремальные угрозы вызывают изменения в человеческом мозге, совершенно реальные биологические изменения, которые влияют на нашу жизнь значительным образом. People who have survived trauma may have memories that will not go away. Люди, которые пережили травматические события, их мучают воспоминания, от которых они не могут избавиться. That come when you don't want them and get in the way. Которые приходят к вам, когда вы их не ждете и не хотите, и мешают. Nightmares, flashbacks, physical discomfort. Спокойно. Кошмары, которые вам снятся, или флешбеки, когда вас словно переносят в прошлое, или просто психологический дискомфорт. People who are traumatized may be anxious or angry. Люди, которые пережили травму, могут быть раздражительными и легко выходить из себя. Their marriages and families may blow up. У них могут страдать личные отношения, разрушаются семьи и браки. Or sometimes they will go the other way and withdraw and become numb. Или они могут впасть в другую крайность и словно закрыться и онеметь. Trauma is really the conflict between overwhelming memory, overwhelming anxiety, and not wanting to feel anything. Травма, по большому счету, это конфликт между гневом, между какими-то воспоминаниями, которые нас задавливают, мы не можем с ними справиться, и нашим желанием ничего не ощущать. And these changes are universal across societies and cultures. И именно вот эти изменения, о которых я говорю, они универсальны для всех культур, для всех стран. And affect many people. И влияют на очень многих людей. 65% of women who are raped deal with psychological trauma. 65% людей, женщин, переживших сексуальное насилие, испытывают это посттравматическое стрессовое расстройство. 30 to 40% of soldiers. От 30 до 40% солдат. 15% of police firefighters. 15% полицейских или пожарников. And some reporters. И также And I'll come back to that. я к этому еще вернусь. But the point is that there are these long-term changes in people's lives. Что я хочу сказать, что есть изменения в человеческих жизнях, которые длятся очень долго. That can go on for months and years Могут быть за месяцы и года. and make it very difficult for people to trust one another. И они приводят к тому, что людям сложно доверять друг другу. May make people angry for a long time. Заставляют людей испытывать злость в течение длительного времени. May lead to profound political conflicts when you have competing trauma experiences in society. Также могут приводить к таким политическим конфликтам, если у вас есть группы людей в обществе, And that also pose a big challenge to public health. И кроме того, все это представляет угрозу здоровью общества. So, okay, trauma is a big deal. Хорошо, давайте договоримся, травма это серьезно. So what does all this mean for journalism? Why should we care? Ну для журналистов-то что с того? Почему нам должно быть не все равно? Well, first of all, if you think about the idea of aftermath as part of news, it really changes what news is and what stories get told.
Если вы подумаете о последствиях, как идеи для ваших материалов, то это, в принципе, меняет наш подход о том, что такое новости и о чем мы будем писать. You can think of breaking news as the sort of the act one of a drama. Вы можете думать о событиях, когда они происходят, как о первом акте драмы. And traditionally, you as reporters would be sent out to cover И обычно вас, как журналистов, посылают освещать этот первый the акт. car wreck, the fire, Пожар, авария, the earthquake, the war. войну или землетрясение. But now, thanks to these veterans and these women and these psychiatrists and psychologists, Но теперь, благодаря ветеранам, благодаря женскому движению, благодаря психологам и психиатрам, we understand that there's also an act two. мы понимаем, что есть и второй акт. And we need to sometimes put act two on page one. И нам иногда стоит на первую страницу вынести наш второй акт. It also changes, trauma also changes whose stories get told. Кроме того, травма также меняет людей, героев, о которых мы рассказываем в наших историях. If you don't think too much about trauma, you may think that war is the story of generals. Если вы не будете думать о травме, вы решите, что война – это история генералов. But if you think about trauma, you understand that it's the story of veterans and of civilians for a very long time when war was Но over. если вы будете помнить о травме, вы поймете, что война – это история ветеранов, война – это история мирных жителей, и эта история продолжается годы после окончания военного конфликта. I think that news is the story of the powerful, if you don't think about trauma. Politicians, corporate Вы executives. можете думать, что новости – это дело людей во власти, да? Политики, быть может, директора каких-то бизнесов, заметные бизнес-фигуры. But if you think of all of the individuals and families and communities that have been victimized by violence, Но если вы подумаете о каждом отдельном человеке, да, о каких-то людях, о семьях или о целых общинах, которые пострадали от насилия, we need to make room on the news agenda for what is happening in their lives as a result of what they suffer. нам нужно в новостях сохранять место, сохранять площади, эфирное время для того, чтобы рассказать истории этих людей, которые пострадали. When you think about trauma, it also raises very important questions about power, powerful people, and censorship. Также, когда вы думаете, мы с вами, когда думаем о травме, мы также поднимаем два очень важных вопроса. Вопрос власти и цензуры. It's almost universal that, again, generals don't want people to know too much about what veterans suffer. И на самом деле это очень универсально для всех. Генералы не хотят, чтобы мы понимали, как страдают ветераны. Mafia don't want you thinking too much about what the families of people they kill suffer. Мафия не хочет, чтобы вы очень много думали о том, как живут семьи людей, которых они убили. Politicians don't want you thinking too much about how many people are failed by bad mental health policy. Политики не хотят, чтобы мы думали о том, сколько людей пострадало из-за того, что система здравоохранения. Rapists and human traffickers don't want you to think too much about what women who are trafficked go through. И насильники, и люди, вовлеченные в торговлю людьми, они тоже не хотят, чтобы мы думали, что переживают женщины, испытавшие насилие. These are powerful interests, and when we confront trauma as journalists, we are actually confronting these powerful interests. Все эти силы достаточно мощные, и когда мы пишем о травме, мы словно соревнуемся с ними, мы воюем с ними. Thinking about trauma also changes and challenges our technique as journalists. И также, когда мы думаем о травме, когда мы держим это в уме, это меняет те навыки и те инструменты, которыми мы пользуемся как журналисты. For example, interview. Например, техника интервью. How many people here have done an interview? Сколько людей из вас проводили интервью? Okay, a lot of you. That's great. Здорово. If you've done a few interviews, you know that when we're interviewing someone,
who has power, a politician, a professor, a general, если вы проводите интервью с человеком, у которого есть власть, ну, не знаю, например, политик или профессор или генерал, we're actually trying to take a little power away from them for our мы как story. бы пытаемся отобрать у них немножечко власти, забрать их себе. We're trying to get someone to talk on the record Мы хотим записать этот разговор. about subjects they might not want to be interviewed about. Особенно если это на тему, о которой они не очень хотят говорить. We're trying to get a good quote. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие цитаты. And probably with most of you who have done interviews, I could take you to Washington, put you in the White House, and say, go to the next press conference, and you would do okay. The next Obama press conference. Я думаю, что если бы я взял вас с собой в Вашингтон, привел на пресс-конференцию Обамы и сказала, вот ваша работа, делайте, вы бы справились. Interviewing trauma survivors is different. Но когда мы берем интервью у жертв, у людей, которые пережили травмы, это все по-другому. The woman who has been sexually assaulted, or the family that has lost its home in Crimea, fled. Женщина, которая пережила насилие, или семья, которая потеряла свой дом в Крыму, have experienced profound powerlessness. Они испытывают серьезную беспомощность и отсутствие власти и контроля над своей жизнью. And they may find it difficult to trust the reporter. И, может быть, им, скорее всего, им будет сложно доверять журналисту. So we have to find some ways of giving them power back. И нам нужно найти способ, как бы передать им немножечко власти и контроля. Способ, которым мы подтверждаем полученную нами информацию. Traumatic memories may not always be accurate. Человек, переживший травму, не всегда сохраняет ясную, четкую память. Соответственно, его воспоминания могут быть неправдивыми. I know, for instance, from the night that I was wounded, there are some things I remember very well and some things I hardly remember. Я очень хорошо понимаю, что вот той ночью, когда меня ранили, были вещи, которые я помню совершенно четко, и были вещи, которых я вообще не помню. And some things that I've since learned I actually remember wrong. И вещи, которые я уже потом понял, что я запомнил неправильно. Memory plays tricks. Наша память играет с нами шутки. So we have a special responsibility to verify as much as we can of victims' accounts, even though often the worst part of the story we'll never be able to figure out. И нам всегда нужно предпринимать усилия, чтобы подтвердить ту информацию, которую нам рассказывает наш источник, даже если вот самую худшую часть, да, самую жуткую историю мы никогда не сможем подтвердить. And to do it with respect and dignity. И делать это нужно с уважением и достоинством. At every step of the way, we have to remind ourselves as reporters that our sources have been deeply wounded, deeply injured, often by another person. На каждом этапе нашей журналистской работы мы должны помнить о том, что люди, с которыми мы общаемся, пережили глубокую травму, пережили душевное ранение. Чаще всего это ранение было нанесено каким-то другим человеком. So we can't blame them. We can't ask questions to blame them. Мы не можем их ни в чем обвинять. I saw a television interviewer in the U.S. recently ask a woman who says she was assaulted by the celebrity, the actor, comedian Bill Cosby. Я недавно смотрела интервью, журналист общался с женщиной, Why she didn't fight back? Пережила насилие, ее изнасиловал известный комик, и журналист спросил, почему вы, собственно, не боролись, не оказывали сопротивления? When he was forcing her to have oral sex with him. Когда он принуждал ее к оральному сексу. And it was a ridiculous and humiliating question. Но это был And the woman said so. смешной и очень унизительно унижающий вопрос, и женщина ему сказала. We also can't ask stupid questions. Like, well, how did that make you feel? Например, что вы чувствовали? You know, ask a concentration camp survivor from World War II, how did Auschwitz make you feel? Спросите, пожалуйста, человека, выжившего в Аушвице, как этот лагерь вас, как он заставлял вас чувствовать? Ask a mother whose child was just murdered by a police officer, how does that make you feel? Спросите у матери, ребенка, которого убила полиция, как вы себя чувствуете?
the only answer will be either, well, how the fuck do you think it makes me feel? И, скорее всего, ответ будет, да, вы не представляете. Скорее всего, ответ будет, ну как вы вообще думаете, я могу себя чувствовать? So instead, we must simply find ways of asking people, what happened to you? Вместо этого очень хорошая, простая техника, мы можем спросить человека, расскажите, что с вами случилось? What happened to you? Что с вами случилось? There's a narrative challenge, a storytelling challenge when you think about trauma too. Когда вы думаете о травме, есть еще одна трудность. Это трудность, нам трудно рассказывать эти истории. How do we portray terrible events in ways that engage our readers or viewers, but aren't sensational? Как нам описывать эти жуткие события, чтобы с одной стороны привлекать интерес наших читателей, удерживать их интерес, а с другой стороны не скатиться в такую пустую сенсационность? All of these questions require innovation by journalists. И все эти вопросы требуют инноваций от журналистов, новых подходов. These days, when we talk about innovation in journalism, very often we're talking about digital innovation. И сейчас, когда мы говорим об инновациях в журналистике, очень часто мы говорим о цифровых каких-то инновациях. Or social media. Или в социальных сетях, социальных медиа. But there's been just as great a revolution in the human techniques of reporting. Но на самом деле произошла точно такая же революция в техниках интервью, в техниках освещения событий, в техниках журналистской работы. And actually, your generation, which is part of the world that grew up hearing about things like post-traumatic stress. И на самом деле вы как часть общества, которое выросло, уже слыша и понимая, что такое посттравматическое стрессовое расстройство. You are actually leading the way in these human innovations in reporting. Вы будете вести за собой именно эти новые подходы и новые инновации. Вы будете производить. There's one other area where, when we think about trauma, it's important to journalists. Еще одна сфера журналистики, когда важно думать и помнить о травме. In the early years of doing this work, I would go visit newsrooms. В начале моей карьеры, когда я начала этим заниматься, я ездил по редакциям. Sometimes with a psychiatrist or a psychologist next to me. Иногда вместе с психиатром или психологом. And the psychiatrist would describe the symptoms of trauma. Ну и психолог или психиатр рассказывает, описывает симптомы травмы. And we were thinking about the subjects of stories. И мы думаем, а что из этого может быть предметом нашей истории? But every time, some hand would go up in the back of the room. Но каждый раз где-то в конце комнаты. It would be some rough, tough, old news reporter. И встанет такой старый, крепкий журналист. Some guy who had covered cops on nights and weekends in New York or Seattle or London for 20 years. Кто-то, кто освещает действия полиции каждый день без выходных в Нью-Йорке или в Сиэтле. Who'd seen every bad thing that happens in the dark of the night in a big city. Кто видел все самое ужасное, что только могло произойти в большом городе. And this rough, tough old reporter would say, "Hey, Doc." И этот большой сильный журналист скажет: "Эй, док." That sounds a lot like me. Да, очень на меня похоже. And this opened up a whole other window. И это для нас открывает новое окно. Because it turned out that in the history of journalism and in the history of psychiatry, Потому что в истории журналистики и психологии no one had ever asked, how does covering violence and tragedy affect the journalist? Потому что ни в журналистике, ни в психиатрии никто не задавал себе вопроса, а как, собственно, освещение таких событий, освещение насилия или преступности, как это влияет на самих журналистов? Well, since then, there has been a lot of research. С той поры много было сделано исследований. And a lot of news organizations beginning to understand that journalists need to take care of each other. И многие из редакций, из медиа поняли, что журналистам нужно следить за собой, помогать себе самим. You know, it turns out that as journalists, we're a pretty resilient tribe. Our mission and our work protects us. Несмотря на то, что мы журналисты достаточно гибкое племя, и наша работа нас тоже немного защищает.
but we are also vulnerable to being changed by our work. Но с другой стороны, мы уязвимы, и наша работа нас меняет. And to those of you who are going into journalism, I would say, educate yourself about this. И тем людям, кто собирается строить карьеру в журналистике, я хочу посоветовать, пожалуйста, почитайте и изучите этот вопрос. Because the characteristic injuries of psychological trauma can have a especially bad impact on the work of journalists. Потому что то, как влияет на вас, потому что травма может влиять сильным образом, может влиять на то, как вы делаете свою работу, как вы выполняете свои обязанности. We depend on our memories, we depend on our ability to concentrate and meet Мы deadlines. надеемся на свою память, мы надеемся на то, что мы можем сконцентрироваться. We depend on our ability to make profound connections with our sources. Нам также важно уметь поддерживать отношения и налаживать контакты с нашими источниками. And when you lose that, you stop being a good journalist. А если вы все это теряете, то вы перестаете быть хорошим журналистом. I think that psychological injury is a kind of censorship. И мне кажется, что психологическая травма – это какой-то род цензуры. Because it can shut down a journalist as effectively. Trauma can shut down a journalist as effectively as sending them to jail or Потому что с arresting. помощью психологической травмы можно точно так же заставить журналиста замолчать, как послали его, засадили его в тюрьму. And again, I think it is your generation that is really going to solve this, that is going to put this question of how journalists can stay resilient on difficult stories. И я думаю, что это именно ваша роль, как молодого поколения, думать о том, как журналистам оставаться гибкими и как им справляться с травмами. So these are all some ways that trauma challenges all of us as journalists to be innovators. По большому счету, травма заставляет нас всех искать новые подходы. Now you are very lucky in a journalistic way to be living in this challenging time. С точки зрения журналистики, вам очень повезло, что вы сейчас живете в Украине в это время потрясений и изменений. Because the stories that are going to come at you for the next several years about war, about refugees, about the economy, Потому что истории, которые вы будете видеть и освещать в течение нескольких последующих лет, про войну, про беженцев, состояние экономики, they all touch on these themes. все эти истории касаются нашей общей темы. So I would invite you to educate yourselves more about Я вас trauma and journalism. призываю больше читать и изучать взаимосвязь журналистики и травмы. The Darт Center for Journalism and Trauma has a website with many resources. Центр Дарт журналистики и травм имеет свой веб-сайт, там очень много доступных ресурсов. A few in Russian, I hope soon some in Ukrainian. Несколько из этих ресурсов переведены на русский, надеюсь, что скоро будут и украинские также ресурсы. Many in English, both on reporting better about survivors of trauma. Много на английском. В основном это то, как лучше писать и как освещать насилие и жертв насилия. And on taking care of yourselves. А также как заботиться о самих себе, как помочь самому себе. I just want to say one more thing by way of ending. Я хочу сказать еще одну вещь, прежде чем закончу. Actually, I want to return to my grandfather. Я хочу вернуться к своему деду. My grandfather, Paul Shapiro, was a Ukrainian Jew. Мой дед, Брюс Шапиро, был украинским евреем. He fled Ukraine in 1913 because there was a great pogrom. Он уехал из Украины в 1913 году, потому что в то время был большой погром. That was inspired by politicians telling lies Который, собственно, был спровоцирован ложью политиков про евреев. Some of his family remained behind, Некоторые из семей остались. and those who did were all killed in 1941 И те, которые остались, были убиты в 41-м by Nazi SS, нацистами. who also were inspired
by politicians and lying journalists. Которых тоже вдохновляли политики и журналисты, распространяющие ложь. Who promoted anti-Semitism as a political policy. Политика которых была в антисемитизме, которые распространяли антисемитизм. What both of those times, 1913 and 1941, had in common? Что было общего между 1913 и 1941 годами? Is that there were no honest journalists present. В то время не было честных журналистов. Sorting out truth from propaganda. Кто мог отфильтровать правду от пропаганды? Representing the experiences of victims. Кто мог рассказать истории, представить истории пострадавших людей, жертв? Or holding these abusers of power to account for what they did. Или кто мог бы призвать к ответу людей, которые совершали эти преступления? So I think that today, when I encourage reporters to bear witness to the truth of the experiences of survivors of violence. Я призываю журналистов быть очень честными свидетелями и понимать, что переживают жертвы насилия. To accurately lay out lines of accountability for atrocity. Выстраивать, быть очень аккуратными и точными и точно отражать то, что вам говорится, быть подотчетными, отвечать за то, что вы делаете. It is a kind of an answer to what my grandfather and his family suffered. И по большому счету это ответ на то, от чего пострадал мой дедушка и его семья. And I only realized this actually during my first visit to Ukraine a decade ago. И я понял это, когда 10 лет назад впервые приехал в Украину. That this is probably why I became a reporter in the first place. И может быть именно поэтому я стал журналистом. This is a gift Ukraine has given me. Так что я считаю, что это дар, который Украина для меня сделала. To understand my own motivations. Чтобы понять свои мотивации. So I would just say to all of you, struggling to understand this difficult time that you are in, that journalism is the most powerful tool you can have in understanding your time. Сказать, что в это трудное время, в которое вы живете, в которое вы пытаетесь понять, журналистика — это один из самых мощных инструментов, которые у вас есть. And is the most powerful possible answer. И это самый мощный, самый сильный ответ, который мы можем дать злоупотреблению, нарушениям и насилию. Getting it right depends on listening with respect and compassion to victims. И нам это удастся тогда, когда мы будем слушать наши источники, слушать жертвы с уважением и с сочувствием. On telling difficult stories in new ways. Если мы будем рассказывать сложные истории новым способом. And on taking care of yourselves so you can do the job right for a long time. И если мы будем заботиться о себе, чтобы мы в течение длительного времени могли выполнять нашу работу. I'll stop there. Тут я не остановлюсь. But maybe we can have a little bit of some questions, and then Andy and I can have a conversation. Но если у вас есть вопросы. What should we do if we understand that we are affected or our colleagues are affected? Are there any steps we can do? Yes, this is a very important question. Очень важный вопрос. First of all, there is a lot of self-care that you can do. Есть моменты, когда вы можете, есть вещи, которые вы можете сделать для себя сами, помочь себе самостоятельно. Simple steps like yoga or meditation. Очень простые вещи, например, йога или медитация. Getting exercise. Физические нагрузки. And most of all, talking to someone, to a friend, a colleague, family member. Но самое главное — это общаться с теми людьми, кому вы доверяете, с друзьями, с вашей семьей или с коллегами. It makes an enormous difference. Это уже вам поможет. Вы уже почувствуете разницу. All of the scientific research shows that journalists or others who are affected by trauma
are at the greatest risk when they are isolated. Все научные исследования показывают, что журналисты, да любые, собственно, люди, если они переживают травму, их риск особенно высок, если они находятся в изоляции. And do the best when they're socially connected. И очень хорошо справляются с этим, если у них есть социальная связь и поддержка. If a trauma problem is, if you're affected in a serious way that is going on for a long time, you might want to talk to a counselor or a therapist who is trained in trauma. Если вас накрыло серьезно, и это длится большое количество времени, вам, скорее всего, нужно обратиться за помощью к психиатру или психологу. There are specific and very short-term kinds of therapy that help a lot. Есть очень специфическая терапия, которая не занимает много времени, но которая помогает справиться с этим. And I know that here in Kiev there are some specialists. И я знаю, что в Киеве есть уже специалисты, которые специализируются на такого рода. And we can talk more privately later. Если вам интересно, я могу позже вам в частном порядке рассказать, что это за. Hello, you have probably heard about our situation in East Lands, so I'd like to ask you, how can we treat with people who just back home from that area? Repeat the question a little louder, I couldn't quite hear it. How can we treat and speak with people from the area in our East Lands? Как нам общаться и как относиться к людям, которые пришли с Востока? That's a very good question. Well, I will give you the answer that a very wise psychiatrist once gave to me. Я вам дам ответ, который однажды получил обучение на психиатра. I have this friend who treated survivors of genocide in Rwanda. У меня есть друг, который общался и оказывал поддержку, терапию человеку, который выжил во время геноцида в Руанде. And women who had been raped in the U.S. И также женщине, которую изнасиловали в США. And I asked what you did. I said, how can I even begin to ask these people what they've been through? И я спросила ее, как я, собственно, могу вообще, как мне задавать вопросы, как мне спросить у них, что собственно, им пришлось пережить. Her answer was, just ask, what happened to you? И ответ, который мне был даден, просто спроси, а что с вами случилось? You don't judge, you don't manipulate, you don't force. Не дави, не заставляй, не манипулируй, не пытайся оценивать. But you can ask, what happened to you? Просто спроси, что с вами случилось. And, you know, in my experience as a journalist, so often people have felt alone, felt that no one would be able to listen or be interested in this. И я во время своей работы журналиста понял, что очень часто люди остаются в одиночестве, и нет никого, кто бы мог их выслушать и спросить кого-то. That the simple question, what happened to you, is like a dam breaking. И очень часто этот простой вопрос, что с вами случилось, он прорывает дамбу. Somebody? Good evening, thank you for your performance, for your speech. Tell me please, for journalists that got trauma, is it better to continue the work or to drop it? Does it help them to keep in track or make everything worse? That's a very, very important question. Yeah. Журналісти, які отримали травму, їм краще працювати далі, чи облишити? Це їх тримає в строю, чи це ще гірше? Thank you. Sure. All of the research in journalism and in other areas like police and fire Все исследования журналистики и других сферах, как милиция или пожарные, says that if someone is psychologically injured, is dealing with trauma, говорит, что если человек пострадал, у него была психологическая травма, the worst thing you can do is to force them to stop working. Самое худшее, что вы можете сделать, это заставить его бросить свою работу. Unless they are so messed up that they just can't work, and that does happen. Кроме тех случаев, когда им настолько плохо, что они просто не могут ее выполнять. Maintaining your purpose, the structure of reporting, your sense of mission is very protective.
сохраняя свою миссию, свое предназначение, сохраняя свою работу, вы таким образом себя защищаете. But it may be that a reporter needs a little bit of a break. Но бывают случаи, когда нужно просто сделать перерыв. From extremely stressful or threatening beats. Если вам приходится заниматься чрезвычайно стрессовыми какими-то темами или темами, которые представляют угрозу для вас. I loved when Andy talked about doing the New York Marathon story. Мне очень нравится история, которую рассказывал Энди про Нью-Йоркский марафон. Because he'd been on an awful, draining story. We need to pace our trauma load. Потому что, помните, Энди сказал, что раньше он занимался сложной работой и хотел сделать перерыв. Нам нужно разбивать эти сложные участки какими-то более легкими. Нам нужно дозировать травму, которую мы переживаем. And by the way, this is also true if we are immersed in social media and images of horrible things. We need to pace that too. И также, если нам приходится сталкиваться с изображениями, фотографиями каких-то жутких вещей, это тоже надо дозировать. But I think maybe I should invite Andy back up now. And может, я приглашу Энди назад. We can continue this conversation a little more broadly and together. В каком-то более широком таком аспекте. We are the New York journalism twins. Yes. A road show. Команда журналиста из Нью-Йорка. Questions? More? Здравствуйте. Вопрос службы связано с вопросами участников АТО, которые потеряли конечности. Ну, то есть руки-ноги. Есть такой случай. В Днепропетровске в больнице лежит оператор, которому вследствие военных действий оторвало обе руки. Давайте попробуем прочесть. I want to ask a question about journalists working in a counter-terrorist operation that is going on now, like war in the East. I know a journalist who has lost, потерял ногу. Нет, он потерял обе руки, оператор. He has the cameraman that lost both hands. В Украине вопросы по поводу протезирования решаются таким образом. То есть не делают Украина протезы, миопротезы, где пальчики двигаются и возможно Эти вопросы решаются так, что людей таких отправляют за рубеж на протезирование. Для этого эти протезы очень дорогие. Вопрос. Ваш центр предоставляет какую-то практическую помощь таким людям? The question is whether your center is providing any help in these cases. Well, our center we are a journalism education center. Наша главная цель – это образование. But there are some very important groups. Но есть очень важные группы. Like the Committee to Protect Journalists. Например, комитет по охране журналистов. The Rory Peck Trust in the UK. Rory Peck. That guy's name. Rory Peck Trust in London. And a few others around the world that will help freelancers or help journalists who need to be evacuated or need medical aid. И многие другие по всему миру, которые оказывают помощь журналистам и фрилансерам, если они пострадали, их нужно куда-то вывозить и оказывать медицинскую помощь. This also leads me to put in a plug for safety training. И также я хотела упомянуть о тренингах по безопасности. If the New York Times was going to send Andy to Donetsk, если бы Нью Йорк Таймс отправляла Энди в Донецк, they would make him go through first aid training. Они бы заставили его пройти тренинг по оказанию первой помощи. Training in how to deal with gunfire and so on. Тренинг по тому, как реагировать и вести себя в случае обстрела, ну и другое. As well as a little training in how to deal with psychological trauma. В том числе небольшой тренинг, как справляться с психологической травмой. I believe that every journalism student or any journalist going into the field these days must have this kind of training. И я уверена, убеждена в том, что каждый журналист, если он идет работать в поле, он должен пройти такого рода тренинг. And
I think in Ukraine especially, it would be very helpful. И я думаю, что подобного рода тренинги в Украине были бы очень к месту сейчас очень эффективны. А вы планируете проводить подобного рода тренинги в Украине? Do you think of having this training in Ukraine? Well, there are Ukrainian journalism training organizations, Есть including украинские организации, Katya's RPDI, which we Институт provide. развития региональной прессы, который проводит. Возможно, я вам отвечу на ваш вопрос. На самом деле мы проводим такой тренинг прямо сейчас. Он из 2 модулей. Первый модуль уже прошел, второй модуль начинается в декабре. То есть, если вам интересна такого рода информация, пожалуйста, следите за нашим сайтом. Мы публикуем все анонсы всех мероприятий, которые мы проводим. And on the trauma side, I hope that in the future the Darт Center can do some workshops. И я очень надеюсь, что в будущем Дарт-центр сможет проводить тут тоже какие-то дополнительные мероприятия и семинары. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Если журналист сам стал жертвой насилия, например, его избили, может ли он сам освещать эту тему или он должен попросить кого-то со своих коллег ему помочь? If a journalist becomes a victim of fighting violence against a victim, can he cover this topic by himself, or he should ask another of his colleagues, another journalist to do this bit? Что делает Нью Йорк Таймс? I think that if the journalist wants to cover it, he will be able to cover it. Я думаю, что если журналист хочет об этом писать, ему надо это сделать. You don't, as long as the journalist's feelings aren't getting in the way of her or his news judgment. Я думаю, что это возможно в тех границах до тех пор, пока чувства журналиста и эмоции не влияют на его работу и способность к оценке фактов. In fact, let me give you an example about how to think about this. Давайте вам приведу пример. I have a friend who is a reporter in New Orleans, the city of New У Orleans. меня есть друг, журналист в Новом Орлеане. You all know about Hurricane Katrina, which flooded Вы New все Orleans. слышали про ураган Катрина, который затопил Новый Орлеан 10 лет назад. 40% of the reporters in the daily newspaper's newsroom lost their homes. Около 40% журналистов, которые освещали последствия этого урагана в Новом Орлеане, сами потеряли свои дома. One was my friend John. Один из них это был мой друг Джон. And John, as New Orleans recovered, had the job of covering the federal agencies that were responsible for keeping New Orleans safe. The federal emergency agencies. Часть работы Джона состояла в том, что он освещал работу служб, чрезвычайных служб, то есть тех служб, чья работа была обеспечивать безопасность Нового Орлеана. And I would go and visit him. We'd have a drink, and after a drink, he would say, "These shitheads, I'm so angry." И я ездила к нему в гости, мы там могли выпить чего-то, и после этого он всегда сказал: "Эти дебилы, я так на них сердит." And I finally said to him, John, the bad judgments by this agency cost you your home. Bad policies cost you. И я тогда говорила ему: Джон, да, плохая работа этих служб, плохая политика этих служб стоила тебе твоего дома. And you're really angry about it. И и ты злишься, это понятно. Doesn't this affect your reporting? Но не влияет ли это на твою работу, на то, как ты пишешь? And I will never forget his answer. Я никогда не забуду его ответ. He said, "You better believe I'm angry." Лучше тебе поверить, что я сердит. But because I know it and can admit it, I also know that I must bend over backwards. I must go the extra mile to be fair. Но именно потому, что я сердит, и я знаю это, я осознаю это, я могу это контролировать и не позволить этому вмешиваться в мою работу.
if I pretended this story didn't affect me, then I would be lying to myself. Если бы я делал вид, что вся эта история меня не задевает, на меня не влияет, я бы врал самому себе. And making bad news judgments. И тогда бы мое освещение новостей было. I think that when we acknowledge to ourselves our own feelings about stories, we know when we need to go an extra distance to be fair or to ask more Мне questions. кажется, что если мы признаем свои чувства и эмоции по поводу каких-то событий, которые мы пишем, то это дает нам понимание и возможность отступить на шаг, когда нужно, чтобы сохранять непредвзятость и баланс. Последний вопрос, пожалуйста. Если меня выслушал, хотелось бы услышать пару простых советов по поводу, как написать доступно о таких вот огромных глобальных проблемах и расследованиях, которые мы люди в управлении, которые занимаются в частности вот такие вот журналисты. Как написать это доступно так, чтобы простому человеку это было понятно? How to cover big topics and strong topics like investigations in a pretty simple way for people to understand, how to transform a complex story into clear and understandable. Right. So there are a lot of ways. Есть много способов это сделать. Some of the things that I spoke about earlier. Некоторые вещи из тех, о которых я говорила. Try to find the people or places that are hurt or are affected. Постарайтесь найти людей или, может быть, местность, которая пострадала. Try to figure out what went wrong. Постарайтесь понять, что пошло не так. Try, if the story is very complicated, try to tell the story in chronological order. Если история очень сложная, попытайтесь восстановить хронологию и рассказывать ее в хронологическом порядке. If you have a detail in the story, make sure that that detail matters. И если вы приводите какие-то детали и подробности, убедитесь, что эти детали несут какой-то смысл вне истории, они просто нагромождаются на количество. When you figure out who was responsible, figure out how well you can document or prove that they were responsible. И если вы найдете человека или организацию, которая, вы думаете, ответственна за какое-то нарушение, также подумайте, как вы можете это доказать и задокументировать. And bend over backwards and go as far as you can to go to those people who were responsible and hear what their answers are. И потрудитесь также пойти к тем людям, которые вы считаете виноваты в том, что случилось, задать им вопросы и выслушать их ответы. Just keep asking questions. Постоянно задавайте вопросы. And I would add one other thing to that. Я даже добавлю. Part of the answer is the answer to the question, how do you eat an elephant? Это ответ на вопрос, как съесть слона. One bite at a time. По кусочку. Спасибо.